Всем привет! Сегодня заготовка будет из 3 грудок куриных, кусочек мяска с ребрышками и немного индейки. Начну с мяса. Отрезаю ребрышки, чтобы мяско на них хорошо осталось. И разрезаю по косточкам. Оставшееся мясо нарезаю на отбивные толщиной около 1 сантиметра. Сегодня заготовку сделаю попроще, чтобы остался полет фантазии для приготовления блюд в дальнейшем. Все, что не понравилось, обрезаю и убираю пока, на фарш пойдет. А кусочки свинины отбиваю хорошо с 2 сторон. И в таком виде выкладываю их на новые разделочные доски, обернутые пищевой пленкой. Доски хоть и пластиковые, но решила не рисковать, обернула пленкой, чтобы точно не прилипли мои отбивные. И в морозилку. А ребрышки замариную. Их немного, поэтому 1 столовую ложку соевого соуса, 1 ложку соуса терияки и чайную ложку с горкой зернистой горчицы. Перемешиваю и в сторону пока мариноваться. Позже приготовим. Далее грудки куриные. Как обычно, снимаю кожу. Она мне сегодня понадобится. И срезаю филе. А каркасик идет на бульон с другими косточками, которые накопились в морозилке от предыдущих заготовок. Далее 2 филе нарезаю мелким кубиком. Заморожу таким образом. Еще 2 филе пойдут на фарш. И последние 2 филе нарезаю небольшими пластами на отбивные. Эти отбивные сделаем сразу в форму. Каждый кусочек слегка отбиваю с 2 сторон. И раскладываю в жаропрочную форму подходящего размера. Слегка присаливаю, немного специй, пряные травы, немного майонеза наношу по всей поверхности. И сегодня на отбивные пойдет лук полукольцами. И помидорки. Сверху все засыпаю тертым сыром на мелкой терке. Вот такая вкуснятина отправилась в морозилку. Индейку я также немного нарезала кубиком в заморозку, а остальное отправила на фарш. Ребрышки намариновались и отправляются в духовку на 180 градусов. Вверх-вниз около часа под фольгой. Затем без фольги минут 10-15. И вот такие ребрышки получились. Очень вкусные и сочные. Фарш в этот раз у меня из 3 видов мяса: свинина, курица и индейка. Не бюджетно, но вкусно. Перекрутила, как всегда, 2 раза с добавлением лука. Первыми делаю рулетики. Фарш солю, добавляю копченую паприку и смесь перцев. Хорошо перемешиваю.
Далее на каждую кожицу с грудки выкладываю фарш. Сверху замороженные шампиньоны и заворачиваю в рулет. Готовые рулеты складываю в форму для запекания и пока в морозилку. Между делом размораживаю 2 шайбы шпината, позже пригодятся. А пока делаю ежики. К фаршу добавляю рис, солю и добавляю приправу для плова сегодня. Хорошо вымешиваю и формирую круглые котлетки. Вот столько ежиков идут в заморозку. И последнее на сегодня – прозрачные пельмени. Делаю тесто из крахмала кукурузного и картофельного. Граммовки оставлю в описании. Завариваю тесто кипятком и быстро замешиваю. Сначала ложкой, а затем руками на столе. Главное не обжечься. Тесто получается очень мягким, но не эластичным, как обычное тесто на пельмени. И очень быстро сохнет. Поэтому убираю его пока в пакет. И заворачиваю в полотенце. А пока тесто отдыхает, делаю начинку. Фарш солю, добавляю копченую паприку и растаявший шпинат и перемешиваю. Форму для пароварки смазываю растительным маслом. Беру небольшой кусочек теста, делаю из него жгутик и нарезаю на небольшие кусочки. Храню их в пакете, чтобы не подсыхали. Каждый кусочек раскатываю и делаю небольшие, как варенички, вот таким образом. Вот такие пельмени у меня получились. Честно, вкусно, но больше такие делать не буду. Все-таки наши пельмени вкуснее. Бульон сегодня заморозила с мясом. Итого 3 рулета куриных, куриные отбивные по типу по-французски, 6 контейнеров бульона с мясом, ежики, 2 пакета куриного филе, 1 пакет индейки и отбивные из свинины. А всем спасибо за просмотр и пока-пока!